Всем привет! Добро пожаловать обратно на канал. В этом видео мы поговорим о сложном и насущном вопросе о том, как определиться с своей системой планирования, то есть какой ежедневник выбирать, какого именно наполнения, либо в свободной форме и так далее. О различных системах планирования я говорила в другом видео, оно будет по подсказке. А здесь же мы поговорим конкретно о том, как определиться с ежедневником или с не ежедневником, с программой и так далее, о каких-то базовых вещах, которые очень сильно определяют то, как мы будем планировать, либо не будем планировать, поэтому давайте без лишних слов задавать себе вопросы, ответы на которые будут именно теми направляющими, которые помогут вам выбрать идеальный ежедневник, либо идеальную программу для вашего планирования. И как раз таки первый и самый насущный вопрос — бумага или цифра. То есть очень многие люди мечутся между этими двумя вариантами, то есть программу покупать или планировать какую-нибудь бесплатной программе, или все-таки красивый ежедневник, который заполнять, ручки, стикеры и так далее. Что же выбрать? Легко ответить на этот вопрос. Когда вам нужно что-то записать, вот вы подумали о том, что я хочу это записать, вот что-то такое подвернулось вам интересное, или цитата, или какие-то данные, еще что-то. Что вы ищете в этот момент? Вы достаете телефон или вы все-таки ищете бумагу и ручку? То есть что у вас в этот момент возникает? Какое желание именно возникает записать это все на бумаге, либо записать это в телефон? Следующее, с чем нужно определиться, это ежедневник или еженедельник. То есть у вас на развороте будут каждый день, либо это будет целая неделя. И первый вопрос: есть ли повторяющиеся дела ежедневно? То есть если у вас очень много дел из дня в день повторяются и никак не меняются, это какие-то ваши рабочие задачи, то, скорее всего, вам подойдет еженедельник, когда вы один раз записали и, возможно, там просто ставите палочки, что вы в какой-то определенный день это выполнили, либо running лист вам подходит, бегущий лист, тоже он хорошо с этим справляется, с повторяющимися делами. Следующий вопрос: много ли деятельности с фиксированной датой, с фиксированным днем и так далее. Если это у вас есть, то вам лучше всего еженедельник для того, чтобы вам видеть всю вашу деятельность, так как если у вас ежедневник, вам придется каждый раз пролистывать, просматривать. Но если вы все-таки предпочитаете ежедневник, то какие-то недельные, месячные развороты вам придется делать. И последний очень важный вопрос: любите ли вы ставить себе галочки? Если вы любите, заводите ежедневник для того, чтобы записывать все дела, которые у вас есть, придумывать дела просто для того, чтобы поставить себе галочку. Это тоже очень важный процесс. Это то, что нам помогает, это то, что нас бодрит, нас вдохновляет и так далее. Но если вам это не нравится или вам это не интересно, то еженедельник вам в помощь. Следующее, что мы решаем, это датированный или недатированный ежедневник или еженедельник. Первое: часто ли есть дела, которые необходимо записывать наперед на определенное время? И если да, то, к сожалению, придется какой-нибудь датированный ежедневник или еженедельник взять, потому что вы замучаетесь проставлять все эти даты и так далее наперед. Особенно если у вас сильно наперед, что-то там на месяц, на два вперед, какие-то записи, какие-то встречи, еще что-то, что вы планируете очень сильно. Соответственно, лучше, конечно же, датированный. И следующий вопрос тоже немножко связанный с предыдущим: и пользуетесь ли вы календарем? Нужно ли вам туда что-то записывать? Потому что если все-таки вам удобнее записывать в календарь, то в принципе вы можете пользоваться и недатированным ежедневником, потому что вы туда все записываете. Возможно, у вас есть какие-то отдельные развороты, возможно, вы их специально купили с ежемесячными разворотами, тогда в принципе у вас не будет проблемы. То есть если у вас есть запланированные дела наперед и у вас есть календарь, то никаких проблем. Просто не забывайте туда заглядывать. Следующее, что нам нужно решить, это свободная форма или готовая. То есть уже готовый ежедневник купить, который уже расчерчен, где есть даты, где есть все формы, которые вам достаточно просто заполнить. Либо вы будете самостоятельно все это создавать, заполнять определенные развороты, придумывать для себя эти развороты и все это делать самостоятельно. Какие же вопросы нам нужно ответить? И первый
Первый, самый важный, доставляет ли удовольствие чертить и заполнять ежедневник? То есть доставляет ли вам это истинное удовольствие? Если для вас это пытка, если для вас это пустая трата времени, не парьтесь, купите готовый ежедневник приблизительно такого формата, как вам нравится, как вам подходит, и наслаждайтесь планированием чисто тем, что вы просто пишете списки, там вычеркиваете, ставите себе галочки и так далее. Если же вы по-настоящему испытываете удовольствие, то есть для вас это такой тип медитации, тип хобби, еще чего-то, что вам действительно это нравится, то покупайте просто пустой ежедневник, там, в точечку, в линеечку, во что угодно, и заполняйте, тратьте на это время с удовольствием. Это тоже очень важно, потому что вы можете создать какие-то уникальные развороты, уникальные списки и так далее, какие-то графики, которые подходят лично вам, но это нужно заморочиться, на это нужно потратить время, и вы должны давать себе в этом отчет. Еще один вопрос: сколько времени вы готовы на это все тратить? То есть даже те, кто получает удовольствие от заполнения ежедневника, не всегда готовы тратить достаточно много времени. Вам подойдет такая более-менее свободная форма ежедневника, когда есть какие-то определенные развороты, но и есть свободные страницы, где вы можете по желанию, по вашему такому, знаете, порыву сделать какие-то дополнительные вещи, дополнительные трекеры, еще что-то. Если же вы вообще не готовы тратить на это время, то, повторюсь, покупаем готовую форму, которая более-менее вам подходит, вот вам нравятся эти развороты, и все, просто пишем списки, вычеркиваем и так далее, и вообще не заморачиваемся этим делом. Еще один важный вопрос, который вы должны задать себе: много ли у вас дополнительных списков? Потому что если вы любите определенные, очень специфические списки, которые помогают вам в планировании, то есть это очень часто относится к людям, у которых много разных деятельностей, когда у вас там не одна работа и одно хобби, а очень много каких-то направлений, каких-то вещей, за которыми вы следите, вам не подходят, к сожалению, никакие готовые ежедневники, потому что они не удовлетворят ваши потребности. То есть чем больше у вас специфических каких-то потребностей к ежедневнику, тем выше вероятность, что придется покупать просто чистый ежедневник и самостоятельно изобретать всю вашу систему планирования. Ну и напоследок поговорим о дополнительных элементах. Это трекеры, это списки благодарности, побед, это какие-то тематические развороты, это списки книг, фильмов и так далее. То есть это какие-то очень специфические и больше, ну не то что украшательские, но такие вещи, за которыми вы вроде как следите. Существует также тысячи различных трекеров, вы можете следить за всем в своей жизни, за какими-то отдельными элементами и так далее. В общем, этих дополнительных элементов просто уйма, и перечислить их здесь невозможно. Давайте разберемся. Во-первых, вы должны себя спросить, готовы ли вы выделять дополнительное время ежедневно. Если у вас есть какие-то трекеры, какие-то там дневники благодарности, еще что-то, зачастую они требуют ежедневного внимания. То есть вам нужно каждый день, помимо ваших текущих списков, текущих дел, садиться и заполнять вот эти все трекеры, все эти списки и так далее. Готовы ли вы это делать? И как раз-таки следующий вопрос. Это ваше личное желание, или это веяние моды, или вы что-то увидели, вам понравилось. То есть все-таки задайте себе вопрос: вы действительно этого хотите? Это ваше личное мнение, это личное желание и так далее. Потому что очень много, к сожалению, навязано Инстаграмом, не только какие-то идеалы красоты, но также и развороты ежедневника. И следующий вопрос как раз-таки вытекает из предыдущих двух. Помогает ли это вам в жизни? То есть помогает ли это улучшать вашу жизнь, какой-то аспект вашей жизни? Что оно делает для вас? То есть это просто занимает ваше время или нет? Или это как-то все-таки вам помогает? Какие-то списки литературы, это помогает вам больше читать, это помогает вам расширять свой кругозор, еще что-то. То есть все-таки оцениваете эти дополнительные элементы с точки зрения пользы. То есть если они просто занимают ваше время и ничего не делают для вас, то в принципе смысла от них и нету. Но есть последний вопрос: доставляет ли вам это удовольствие? То есть во всем этом, в дополнительных списках, дополнительных трекерах и всем прочем, самый главный вопрос: доставляет ли вам это удовольствие?
Если да, то вперед. Делайте хоть миллион разворотов, списков и так далее, если вам это нравится, если вам это доставляет истинное удовольствие, то есть это то, что вам нравится. Если нет, если это обременение для вас, но вы не хотите в этом себе признаться, то с чистой совестью бросайте все эти трекеры, все эти списки благодарности. Если они ничего для вас не делают, не добавляют вам удовольствия, не доставляют вам никакой радости, с чистой совестью бросайте. Просто делайте какое-то и ваше ежедневное планирование, и на этом закончим. Все, мои хорошие, я надеюсь, ответы на эти вопросы помогут вам определиться с вашим ежедневником, либо с программой, которую вы установите себе для планирования. И смотрите дополнительные видео, которые выходят по подсказке, они тоже вам помогут. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.